Всем добрый день. Я хочу провести небольшой эфир, потом поехать по делам. Но перед этим все-таки... Ой, не туда. Вот так. Хочу провести прямой эфир. Итак, вечность. Добрый день. По-моему, каждый из нас мечтает о вечной молодости. Ну, если не вечной, то хотя бы выглядеть свежей в свои года. Более-менее. И очень многое зависит от нас. Очень часто мы ищем оправдание, но на самом деле, если хорошо покопаться, многое зависит от нас. Мы ленивы и заслуживаем то тело к зрелому возрасту, которое мы заслуживаем. Да? Итак, дорогие друзья, может ли магия призвать молодость? Может. Ведьмы очень часто в древние времена забирали молодость молодых женщин. Вот те ваши любимые бабушки, которые за булочку, за кто сколько даст или бесплатно помогали людям, как вы считаете, что это бесплатно было, они забирали часть вашей молодости и силы. Именно поэтому такие бабушки в деревнях доживали до старости практически без морщин, в здравом уме, здоровые, и уходили, потому что уже чрезмерно, так, знаете, прожили на земле, уставали, их забирали уже. Ведьмы забирают молодость у толпы. Ведьмы забирают энергию, силу толпы. Почему иногда ведьмы одеваются ярко, красиво и выходят просто гулять? Мы можем выйти за хлебом так, что никто даже не поймет, кто мы, что мы. Такие, ну, невзрачная женщина, серенькая такая побежала. Но мы можем выйти как королевы, и все обомлеют. Это все зависит от нашего желания и настроя. Но то, что у ведьм нет возраста, это доказано. Конечно, ведьмы стареют. Понятное дело, они тоже физиология, люди они из крови и мяса. Но в любом случае, те ведьмы, которые хотят быть молодыми, они остаются. Вы знаете, так интересна наша жизнь, что мы сами по себе хотим, будем богатые. Хотим, будем просто обеспечены, нам достаточно. Хотим, мы будем молоды. Хотим, будем выглядеть средние. От нашего желания зависит. Но это у нас так. А у простых людей как бывает? Мне писали часто и сейчас пишут, например, какие из моих ритуалов призывает молодость? Усилить сексуальность, женскую энергию, призвать молодость через зеркало. Я вам давала эти ритуалы. Они действительно усиливают, и я просто видела воочию, как у людей полностью меняется внешность. Это не только из внутреннего мира, это не только внутренний мир. Внутренний мир может быть очень молод, очень богат, очень разнообразен, но организм будет стареть. Но энергии не будет хватать жизненно. Естественно, энергия будет забираться от тела, естественно, организм начинает стареть. Итак, как время от времени, добрый день всем, вернуть себе молодость, молодость лица, молодость кожи, как время от времени внутренне усилиться. Возможно ли такое? Возможно, если вы не будете лениться и делать каждый день. В течение 3 месяцев вы почувствуете, как вы начнете меняться. Это вам однозначно говорю, 100%. Тут даже не о чем думать. Это испробовано. На много кому я давала эти ритуалы. Итак,
дорогие друзья, яблоко. Молодость на яблоко. Яблоко Евы, вообще яблоко имеет какое-то таинственное такое обозначение в мире магии. Запретный плод, яблоко раздора, я вам рассказывала, да, откуда оно пошло, и так далее. Яблоко имеет какую-то особую энергетику, особое значение. Яблоня, яблоко. Может быть, может и поэтому, что кровь молодеет из-за яблока, зубы целые из-за яблока. Хотя сейчас сколько хочешь ешь, это нереально в наше время. Экология такая, что у нас кости очень хрупкие. Ой, извиняюсь, я сейчас возьму монеты, забыла. Ой. Что такое? Люся. Отойди, Люся. Раскидала монеты по всему дому. Итак, 3 медные монеты желательно, хотя вы будете их называть там золото символически, но это не имеет никакого значения. Добрый. Значит так. 3 монеты, десятки. 3 свечи. Вот так. Яблоко должно быть зеленое. Обязательно. Потому что зеленый цвет, зелень, это не зрелость, это молодость, юность. Поэтому яблоко должно быть зеленое. Любое яблоко. Есть gold, по-моему, называется, еще как-то называется, не имеет значения. Но яблоко должно быть зеленое. Зеленое яблоко, 3 свечи и 3 монеты. Знаете, как помогает? Если вы сделаете, скажем, вот целый месяц, каждый день будете делать этот ритуал, через месяц вы себя просто не узнаете. Я знаю по себе. Уходят эти старческие болезни, уходит головная боль, уходит много чего уходит, то, что, в принципе, говорит о старости. Сколько бы мы ни говорили о том, что не родись красивой и прочее, все равно мы хотим быть красивыми, согласитесь? Хотим, желаем и просим. Итак, зажигаем свечи. Вот. Значит так. Чем раньше вы начнете делать эти ритуалы, не будете лениться, тем лучше они вам будут помогать. Верите, не верите, но многие красавицы, у них есть свой рецепт магии. Кто-то им сказал, кто-то нашептал, где-то они прочитали, начали делать. Неважно, они нашли это. Спасибо. И если люди не ленятся это делать, если они за свою внешность переживают и хотят быть моложе, то оно помогает. Итак, зажгли 3 свечи. Свечи должны догореть после того, как вы начитаете. Начитайте 3 раза и съешьте яблоко. Вы можете это сделать днем, ночью. Вы можете это делать вечером, когда вы свободны. Вы можете это делать хоть, естественно, в записи остается. Вы можете это делать хоть на работе, хоть дома, где угодно. Значит, 3 свечи, 3 монеты, 3 раза читать и оставить догореть, свечам догореть. Ну, там горит-то сколько? Минут 10-15, может быть. Свечи догорели, огарки свечей просто выкиньте потом. Яблоко съешьте. Монеты вынести в этот же день желательно. Но если вы ночью делаете, значит утром, чтобы сутки не прошли. Выносите монеты, вынести за порог дома вашего. Квартира это, частный дом, за порог.
киньте и говорите, за молодость откупаюсь. Все. Начнем. Читать нужно 3 раза. Когда Яна освободится, она всегда, значит, набирает текст, так что можете не переживать. Она человек очень ответственный и ответственно подходит к делу. Просто я не люблю, когда начинает приказным тоном. Ну и где будет текст, и когда, и чё? Вот это некрасиво. Читать. Яблоко наливное, свежее, молодое, рожденное матерью землей, носитель ее силы и сока, хранитель ее святого зарока. Яблоко наливное, свежее, молодое, я покупаю твою молодость, плачу 3 монетами и силою огня, тебе огонь и золото, а мне твою молодость. Купила я твою свежесть, упругость и силу молодости. Ты будешь во мне, а твоя молодость мне. Расплатилась золотом, купила твою молодость. Да будет так. И так будет. Заклято. Читайте 3 раза. Оставьте свечи догореть, то есть зарядить яблоко энергией огня, а потом яблоко съешьте. Яблоко должны есть вы. Яблоко должны есть откусывая. Вы не должны ее разрезать пополам. Вы должны именно вот так и съесть. Да, с зеркалом и свечой тоже можно проводить каждый день, если хотите. А, вот этот, не-не-не, извиняюсь. Я не то прочитала, мне показалось. Да, вот это раз в 2 месяца достаточно, то, что я вам тогда дала с зеркалом. А это часто. Дальше. Я просто не поняла вопрос до конца. Дорогие друзья, какое зеркало? Где вы зеркало увидели? Там вопрос задан вообще о другом. Вы читать можете? Ну что это такое, а? 3 свечи, зеленое яблоко, 3 монеты. Можно сделать каждый день. Можете, знаете как, сделать неделю, сделать перерыв 1 неделю, потом снова, чтобы ваш организм привык, потому что действительно перемены большие. Вы уж не думайте, что это просто кушать яблоко. Вы заряжаете это яблоко словом, очень сильным словом, а слово, оно просто так никуда не девается. Иногда поражаешься, когда заговариваешь что-то, да, я имею в виду простого человека. Вот человек заговорил, заговор прочитал, и оно получилось. Я помню, однажды я переписывала ритуал, чтобы потом выставить. У меня жутко болела голова, просто шум в ушах, потому что у меня давление высокое бывает иногда. И я кое-как себя пересилила. И когда переписывала, естественно, переписывала, и вы знаете, у меня стихла головная боль, вот как будто выключили свет. Разом просто выключился этот шум в голове. Хотя я давно уже ничему не удивляюсь, но даже я удивилась тому, насколько это быстро, раз, и оно получилось. И вот это вызывает удивление. Люди, у которых ничего не получается в денежном плане, ритуал на молодость у вас получится. И прочие ритуалы на защиту у вас получится. На оберег у вас получится. Вот эти шепотки ритуалы получаются у всех людей. А вот денежные, я говорила, еще раз повторяюсь, если денежные ритуалы не получаются или получаются с трудом, у человека серьезные блоки. Понимаете? Серьезные блоки просто. Нет, вынести монеты за порог и выкинуть. Не донести никуда. За порог вынести и выкинуть. За свой порог или за порог квартиры. Не квартиры, конечно, а вниз спускаться по лифту. Если у вас здание, это ваш общий дом. Вы должны с этого дома выкинуть. Ну, на яблоке аллергия, есть и другие. Сейчас продолжаем. Подождите. Дорогие друзья, считается, что разум
запоминает нас такими, какие мы были в молодости. Но со временем мы начинаем забывать. Мы погружаемся во все эти проблемы, дела, во все эти там трудности жизненной ситуации и так далее. Эти блоки снять, убрать может только человек профессиональный. И вот мы... Какие слова? Чего за слова? Вы о чем вообще? Какие слова? Где слова? Какие слова надо говорить? Что за ужас просто? Ой, все. Почему нужен золотой алтарь? Где было сказано, что нужен золотой алтарь? Вы каким местом слушаете? Каким местом вы лично слушаете? На яблоко что нужно говорить? Уже сказано, перемотайте эфир и послушайте, когда все закончится. Сейчас каждому, кто включился только что, я буду по новой с нуля объяснять всю программу. В конце концов, насколько это можно? Ой. Знаете, вот чем больше ты делаешь добра людям, тем больше людям кажется, что ты им обязана и должна просто, понимаете? Вот ты обязана и должна. Следующее. Считается, что наш разум запоминает все, что мы испытывали в молодости. Наше тело запоминает свою работу в молодости. Иногда можно особым образом, особым способом вернуть своему разуму и своему телу ту программу, тот механизм, по которому он жил в молодые годы. 25 лет, 30 лет, там, например, да, кому сколько. Итак, как сделать так, чтобы наш разум, наше тело вспомнило себя в те годы? Ведь это было наше тело и наш разум, правильно? Не чужой, тот же самый. Вот эта вся работа, весь механизм, все, что знал наш разум и наше тело, это все остается внутри, это все остается в подсознании нашем, оно никуда не девается. Вот как сделать, чтобы время от времени напоминать своему телу, это не элементарные заговоры, это очень сильные заговоры, просто они сделаны таким образом, чтобы вы могли, как обычные люди, их провести. Это вам кажется, что это элементарные. Здесь вложена очень огромная сила. Так вот, как разуму и телу вернуть тот самый механизм молодости? Вот смотрите, нам было 20 лет. Нам было 20 лет, и наш организм особых каких-то усилий не прилагал, правда? Особых усилий не прилагал для того, чтобы сохранять молодость, для того, чтобы быть привлекательным. Что на самом деле есть красота? Красота – это правильные тонкие черты лица и правильное красивое строение фигуры. Вот это и есть красота. Если черты лица правильные, классические их называют, да, и если складная фигура, все, человек красив, все остальное зависит от него. Он может эту красоту сохранить, а может становиться бочкой. Это в его желании. Итак, ритуал можно делать в любое время, уже сказано. Это из тех ритуалов, которые можно делать в любое время. Напомним своему разуму и своему телу, своему организму, какое оно было в дни молодости. Почему в молодости наш организм и разум сохраняли красоту, а потом нет? Потому что в молодости мы очень переживали за свою красоту и внешность. Мы все время об этом говорили, вспоминали, думали, мы хотели накраситься, у нас была любовь, влюбленность, свидание и так далее. И поэтому наш разум постоянно поддерживал наш организм в порядке, потому что мы были заняты своей красотой.
Мы обращали внимание на свою внешность. Мы хотели быть красивы. Мы же хотели нравиться и так далее. Когда со временем мы начинаем уже внедряться в эту всю бытовуху, да, в работу, деньги, дети и так далее, мы забываем о том, что мы хотим быть красивые, мы хотим быть такие, сякие и так далее. Понимаете? Наш разум расслабляется, отключается этот механизм э, слежки за нашей внешностью. Вот отключается этот механизм отслеживания за нашей внешностью. Пока разум напряженно следит за внешностью, не допуская ни одного лишнего килограмма, мы красиво выглядим. Когда мы забываем об этом, когда мы перестаем ставить на первое место нашу внешность, красоту, разум расслабляется, он больше не контролирует наше тело и наш организм. Понимаете, все идет оттуда. Как только человек снова ставит на первое место свою красоту, во-первых, он берется за себя, во-вторых, разум начинает работать снова для того, чтобы улучшить. И вот начинает вот эта вот точеная фигура возвращаться обратно. Вы удивитесь, но это так и происходит. Я знаю людей, которые очень хотели вернуть себя вот в обратное состояние, в свои формы, свою красоту, и начали фотошопить свои старые фотографии. Они стали меньше себя показывать, они стали делать себя более худыми, более красивыми и так далее. Через некоторое время у них организм действительно начал возвращать себе свою фигуру. Их организм стал обратно возвращать свою фигуру, которая вот какой она была. Через полгода вот эти фотошопленные фотографии уже действительно уже не вызывали смех. Когда одна толстушка выставила фотографии в фотошоп, где она написала, что она похудела очень сильно. Вы сейчас не понимаете меня, я не рецепты даю, как похудеть, что делать. Вы не слышите меня. Я не говорю, как похудеть. Естественно, спортом заняться, естественно, ограничить себя в еде и так далее. Но это на время хватает. А как сделать так, чтобы свой разум перестроился? Чтобы наш организм уже дальше начал думать, заботиться о своей красоте. Понимаете? Почему некоторые аристократки до конца своей жизни красивые, но не мы? Мы что, хуже них? Нет. У нас что, нет красоты своей природной? Нет. У нас что, не было в молодости красоты лучше, чем у этих аристократок? Нет. Просто аристократки не стирают, не моют, не чистят каждый день. И каждый день не думают, где мне хлеба найти, детей покормить, где мне что, уже не до красоты. Они заняты своей красотой. И у них даже усилий не требуется особых, чтобы выглядеть красиво до конца своих дней. Там даже нет таких вкладов, как вы можете думать. Конечно, с их миллионами я бы тоже была красавицей. Вы не правы. Они просто все время зациклены, все время вспоминают о том, что они должны красиво выглядеть. Они выходят на публику и так далее. Их разум не расслабляется, понимаете? Их разум все время контролирует организм. Когда разум контролирует, человек и меньше ест, и больше двигается. То есть разум направляет человека по неволе. Никакой луны здесь не сказано, достали. Разум по неволе вас контролирует. Если разум вас не контролирует, вы забудете, что вы должны не есть мучное, вы забудете, что вы должны не есть то и это, понимаете? Если разум вас не контролирует. Медные, вот они, вот это медь. Вот это вот медь, десятки. Поэтому они желтые. Вот она медь. Итак, для того, чтобы наш разум контролировал наш организм и возвращал нас к молодости всегда, мы должны пробудить этот разум и это тело. Мы должны обращаться к тому божеству, к тем силам, которые отвечают за вечную молодость и красоту. Итак,
Распечатайте фотографии своей юности, молодости, вот того возраста, который вы хотите. Но, естественно, не печатайте фотографию детскую, да? Вот после 25 лет или 25 лет, вот этот рубеж, потому что до 25 лет наш организм растет, клетки делятся. После 25 лет организм начинает вымирать. Он перестает расти, клетки перестают делиться, он начинает стареть. Процесс старения начинается с 25 лет. Поэтому берите фотографию, ну, где-то с этим рубежом, или после 25, да, или, ну, 30 лет. В общем, тот возраст, который вам особенно нравился. Вы должны взять фотографию, сосредоточиться, смотреть в себя. Желательно, чтобы вы... Да, к сожалению, так. Желательно, чтобы вы, дорогие друзья, смотрели на эту фотографию, чтобы фотографии там, то есть на фотографии вы должны быть одни, никто больше. Это должна быть ваша фотография. Одна из ваших любимых фотографий, понимаете? Я рада за вас, но не все так умеют выглядеть 50 лет лучше, чем 25. Не все. Вы должны посмотреть на свою фотографию и представить себя там, в том теле, в котором вы там сфотографированы. Вот несколько минут представить это время и себя там. Вспомнить, как вы прическу делали в этот день и так далее. То есть себя вот там. Представить себя там. И читать. Читать нужно 7 раз. Читайте, смотрите на фотографию. Читайте, смотрите на фотографию. Сделайте это каждый день в течение 3 месяцев. Через 3 месяца, если вы не почувствуете свое тело молодым, придете, скажете: Инга, ни хрена ваши ритуалы не помогают. Я согласна. Но вы должны сделать их честно, причестно делать. Только после этого придете и скажете, что это не работает. Единственное, что может не получиться у простого человека, то есть получается у многих, но если не получается, это денежный. Денежный ритуал не получается у людей проклятых, у людей, у которых сильная порча, смертная порча, закрытые дороги и поставлены блоки. Вот у них не получается, дорогие друзья. Потому что денежная энергия, она капризна. Она приходит к тем людям, у которых есть энергетика. А если у тебя порча или что-то закрыто в жизни, энергетики нет. Поэтому денежная энергия тяжело идет. Но на молодость, на привлекательность, на призыв мужчин, все это получается у всех. 3 месяца подряд, то есть 1 раз в день, неважно, перед сном, днем, когда у вас будет время. Ставите свою фотографию, смотрите на фотографию. Представляйте себя вот такой же и читайте. Ваш разум начнет вспоминать, как работало в то время, в те годы. Ваше тело начнет вспоминать себя. Понимаете? Да, я не ангельский ангел, вы правы, у меня черные крылья. Ваше тело начнет вспоминать себя. Начнем. Давайте вот я направлю на эту красоту, чтобы вы мотивировались. Да? Подождите. Вот. Она же тоже была когда-то, да, эта женщина существовала. С нее же это делали. Вот это второе, которое я вам даю, сильнее всего. Это еще сильнее, чем с яблоком. Хотя с яблоком тоже сильно, потому что это сок земли. Если вы будете в совокупности делать, если вы не будете лениться, дорогие друзья, через некоторое время вы себя не узнаете. Да, с яблоком вкуснее, согласна. Почему он так снимает? Вот
когда сильные работы, он как будто жижа какая-то появляется, и картина вот неясная, нечеткая. Видите? Просто нечеткая. Ладно, будь как будет. Ой, да на нервы действует это все. Так, секунду. Все. Вот так лучше, да? Все, видно. Итак, читайте, смотрите на фото. Читайте, смотрите на фото. О разум, вспомни, как ты мыслил тогда. О тело, вспомни ушедшие года. Вспомни свою жизнь в молодые годы. Начни работать так же. Разум, верни меня в молодость и юность. Тело, начни обратный отчет. О Геба, направь ко мне молодости дух. Пусть он перестроит мое тело, на молодость настроит, чтобы я вечно молодела. Как не стареет камень, как не стареет пламя, с этой минуты время дает обратный ход. Людям стареть, мне молодец, заклинаю. Прочитали? Фотографию положите в видном месте. Пусть он в течение дня все время попадается вам на глаза. Ваша фотография молодости вернет вам молодость, запомните эти слова. Я человек, который очень занят, очень устаю. Как говорят, сапожник без сапог, но не в этом случае. Когда дело касается молодости, я делаю эти ритуалы. Нет, не можно. И через некоторое время мне начинает говорить: какое имя ангел? Где вы ангел увидели, уважаемый? Ругаюсь и правильно делаю. Не нравится? Ходи мимо. Так вот, через некоторое время я сама замечаю, что у меня не нужно особых усилий, что я начинаю выглядеть молодо, очень молодо. Невзирая на то, что эти всякие вот, очень много нагрузки, и пошу как лошадь. Лошадь даже, по-моему, сдохла бы. У меня прозвище, знаете, какое в моей семье? Лошадь Пржевальского. Я еще Пржевальского не встретила, но первая часть поговорки правильная. Так что, да, не хотела говорить, что всякие уроды не спохватили, не начали всякую хрень делать. Эй, хрень бы с ними. Уже все равно внимания не обращаем. Вот. И хоть я пашу как лошадь Пржевальского, но, как видите, все равно я молодо выгляжу, да? Далее, дорогие друзья. Если вы в день вот эти 3 самые сильные заговоры, маленькие ритуалы, можно сказать, я вам дарю. Если вы каждый день в течение 3 месяцев будете делать эти ритуалы, через 3 месяца вы себя не узнаете. Я не люблю давать какие-то гарантии, но я здесь вам даю эту гарантию, что у вас это все будет меняться. Однозначно будет меняться. Пойдемте далее. Зеркало. Вот это зеркало, эту красоту мне отправила Рана из Стамбула. Восточное зеркало. Красивое, да? На зеркало. Выберите зеркало, которое кроме вас никто не будет пользоваться. Вы будете на это зеркало читать. Да. Вот. Серебряная она. Затемненное серебро. Разбила? Ну, бывает, Ян. Значит, на тебе сглаз был черный. Ничего, я тебе такое же подарю. Немножко другого типа, но подарю. Вот видите, проба внизу.
Вот. Итак, вам нужно взять зеркало, в которое вы только смотритесь, и больше никому не отдавать. Не обязательно, чтобы это зеркало было прямо новое, но это зеркало должно быть, по крайней мере, маленькое, чтобы больше никто не мог им воспользоваться. То есть, чтобы никто не видел, э, как вам сказать, не взял его, в общем, вот так. Не буду держать близко, потому что вибрирует камера и неудобно просто. Да. Берете зеркало. Вообще старайтесь свое зеркало никому не отдавать, которые для вас, для косметики и так далее. Иногда некоторые люди, специально зная некоторые заговоры, просят у вас зеркало. Ой, можно на секунду я тут попудрю носик, 2 минуты буквально. Вот ты даешь зеркало, они там что-то начитали, ой, спасибо большое, отдали тебе. Скинули на тебя какую-то свою проблему. Не отдавайте свое зеркало никому. И следите, чтобы вашими зеркалами никто не пользовался. А если вы переживаете, подойдя к зеркалу, вот так рукой, вот так вот отведите, вот так, и скажите, что не мое ушло тому, кто мне послал. Вот так вот. Что не мое ушло к тому, кто мне послал. И после этого смотрите в зеркало. Вот так показываю еще раз. Вот так вот отведите рукой, если вы переживаете, если вы... например, ну есть же люди, живут в общежитии, например, да, или работают вместе, снимают и так далее. Чувствуют, что у них как-то вот начинает ухудшаться такое состояние здоровья, а у подруги, наоборот, хорошо становится после ее длительного лечения или здоровья. И поэтому подозрение может быть, что вашими зеркалами кто-то пользуется, кто-то скидывает свои болезни, усталость на вас. Взяли зеркало перед тем, как использовать. Вот так вот. Отведите рукой и говорите, что не мое ушло к тому, кто мне послал. Все. После можете спокойно. Все, вот прямо сейчас все брошу и буду говорить, как защититься от плохих людей. Изучите мой канал, там очень много сказано. Да, лучшая подруга в зеркале, вон она оттуда на тебя смотрит. Она твои секреты никому не скажет, и подлянку не сделает, и гадость тоже. Итак, к зеркалу. Хочу вам сказать, что Клеопатра, когда переезжала из одного дворца в другой дворец, приказывала разбить все зеркала и закопать. Она считала, что в зеркалах остается информация, и что некоторые люди путем магии, да, определенными заговорами, ритуалами могут оттуда эту информацию вычитать. И чтобы о ее личной жизни никто ничего не знал, она приказывала разбивать зеркала, ее спальни, в общем, ее вот покоев, и похоронить в земле, и так уезжала с одного дворца на другой. Вот так вот она делала. Она даже зеркалам не доверяла. Не то, что людям. Не зря же она после проведенной ночи с мужчиной утром приказывала его казнить. Может, и правильно делала, потому что мужики иногда хуже баб. Лучше их утром казнить, чем потом узнавать там всякие интересные вещи о себе, которые он всему миру наболтал. А чё? Зеркала-то жалко, а вот мужиков нет. Даже ни секунды. Их жизнь для меня меньше, чем зеркало. Ой, господи, мужиков не останется. Их и так пару штук. Успокойтесь. Ну, разве я про вас что-то такое сказала плохое? Я говорю из собственного опыта. Итак, дорогие друзья, как не останется? Останется, а наши сыновья, мы их воспитываем мужиками, значит, они останутся. Не переживайте. Зеркало.
вот эту зеркальную, этот зеркальный заговор вам нужно сделать вечером, в сумерки. Значит, нужно подойти к зеркалу, зажечь свечу, глядя в зеркало, можете и читать, и смотреться в зеркало. Читать это нужно 3 раза и резко отойти. Отойдите, оставьте свечу где-нибудь догореть. Свеча должна быть восковая, любая, но восковая. О двуликая тать безликая, зеркальная гладь, подари мне тать молодое лико. Хочу выглядеть годков на 25. Смотреться в тебя и увидеть себя лет в 25. Пусть исполнится так, чтобы через время мне себя не узнать. О древняя тать, молодой хочу стать. Сейчас. Пусть магии вечной, древней до бесконечной сбудется слова. Силой магии оживляйся, зеркальная гладь, ибо подари мне зеркало молодость лица. О черная жрица, зеркальная царица, исполни, прошу, а я не забуду навек откупиться. Да будет так, так и будет. Магией заклята, старость с меня отнята, молодость богинь на меня взята. Заклято, заклято, во 100 крат заклято. Истинно. Вот это еще одна очень сильная вещь. Это из моих личных закромов. Как говорится, со своего мозга вашему мозгу отрываю. Зеркалами сильнее всего. Не бойтесь зеркал, если я вам даю определенные заговоры, потому что люди боятся зеркал и правильно делают. Неиспробованные вещи не сувайтесь, не делайте, убьет. А вот то, что я вам дарю, они помогают. Я не подарю никогда опасные вещи простому человеку. Помните это, запомните. То, что через меня идет вам, оно для вас абсолютно безопасно. А все остальное непроверенное постарайтесь не делать, потому что вы знать не знаете, что там может случиться. Вот эти 3 заговора, 3 ритуала таких несложных, да, казалось бы, но с очень сильными заклинаниями вам помогут. В течение 3 месяцев, если вы это сделаете, ваше тело начнет худеть, молодеть, ваши старческие болезни начнут отступать, и лицо станет моложе, лицо станет потянутее, ну и кожа в том числе. 3 месяца каждый день сделайте это. Через 3 месяца вы себя не узнаете. Что бы у вас не было. Но если 1 день пропустите, это ничего страшного тут нет, и конец света не придет. Но постарайтесь 3 месяца очень часто это делать. Вы можете еще делать на быстрое похудение тайна армянских цариц с камнями. Точно так же у вас будет получаться. Вот в заговоре, где на фотографии читаем, тут фигурирует богиня Геба. Геба – богиня вечной молодости. Ее дали как награду Гераклу в жены. Призыв богини Геба и, скажем так, естественно, будет запись, и духа от богини Геба, то есть от богини вечной молодости. Дорогие друзья, давайте вот с вами проведем такой эксперимент. Вы это все запишите себе, сохраните. Я думаю, яблоко найти несложно, правда? Ну и, знаете ли, найти
Сейчас скажу вам. Свою фотографию молодости тоже вам труда не составит. Вы можете не обязательно фотографию, можете на видеопленке это посмотреть. Вы можете посмотреть это на своем чате в Одноклассниках или сохраненных папках. Неважно. Выберите фотографии молодости. Можете по очереди их смотреть. Неважно. Потому что ваш организм, ваш разум начнет перестраиваться. Еще раз вам говорю, вы сейчас можете соблюдать диету, спортом заниматься и так далее. И хватает это ненадолго. И снова вы срываетесь или снова вы замечаете, что опять надо собой заниматься. Но в молодости вы не прилагали никаких усилий, но организм был тот же самый. Мы говорим, ой, в молодости ты там по-другому работал. Согласна, но не до такой же степени большая разница между 25 и 40. Не огромная же разница. Это же не 25 и 80, правда? Чтобы сказать, организм постарел. Организм такой же. Но просто мы забыли о своей красоте. В то время мы хотели быть красивыми. Мы все время напряженно об этом думали, мы переживали. Скажите, кому не снился сон, что во сне волосы постригли, и мы просыпались в холодном поту? Мы в таком ужасе просыпались. Мне во сне волосы постригли. Какой ужас. Вот этот кошмар часто снился девушкам, что им во сне постригли волосы. Или стригут волосы. И они в ужасе просыпались и начинали проверять, коса на месте или нет. На месте, волосы на месте, значит, все хорошо. То есть мы переживали за свою красоту. Мы переживали за свою внешность. И наше подсознание напряженно эту красоту и внешность сохраняло. И мы могли есть, кушать, как не знаю кто. Но все равно нам было как бы пофигу. Мы все равно, мы смеялись, когда нам говорили, диету надо соблюдать. Нам было все, как бы сказать, смешно. Какую диету? Зачем она нужна? Нормально выгляжу. Потому что наш разум контролировал красоту нашего тела. Наш разум перестраивался под нас, понимаете? Подсознание нас толкало. То много двигаться, то наше подсознание управляет нашей жизнью. Если мы хотим быть молодые, то наше подсознание приведет к нам такую ситуацию, да, чтобы поневоле мы молодели. Я помню, когда мне женщина говорила, я так хотела выглядеть красиво и, как бы сказать, и молодо выглядеть, и похудеть как-то. Мне хотелось подтянутой быть. Я, говорит, уже не знаю, что делать. Я и не ем, и в спортзал, ничего не помогает. И она настолько напряженно об этом думала, что в конце концов ей встретился любовник грузин. Она через полгода, мы с ней встречаемся, это худая, красивая, миниатюрная женщина. Я говорю, Люда, что случилось с тобой? Скажи, расскажи секрет. Она говорит, скотина мне день и ночь покоя не оставлял, я, короче, похудела. Ну и вот и все. Ну вот я вам говорю, как между нами девочками. Ее подсознание настолько напряженно искало выхода из этой ситуации, что лучшего выхода не придумал, как найти любовника. И этот любовник заставил ее похудеть и помолодеть. Понимаете? Ну, не обязательно любовников искать, можно и другой вариант, но вам ваше подсознание это даст. Разбудите это подсознание, чтобы оно вспомнило, как она работала 25 лет. Понимаете? Хорошее подсознание, согласна. И если мы не думаем о своей внешности и красоте, если мы первым делом дети, чтобы были сыты, дом чистый и так далее, понятное дело, что если будет нужно откуп и подношение, я скажу, уважаемые. И понятное дело, что раз уж мы напряженно не думаем, мы не вспоминаем, как бы нас и так устраивает. Подсознание расслабилось и отключило вот этот механизм молодости. Все. И поэтому, если мы раньше просто сидя кушали сутками и все равно выглядели худыми и такими подтянутыми, да, то сейчас мы можем сутками не есть, а все равно у нас нету этой худобы, не идет и все, она прям стоит, эти килограммы, мертвым грузом. Потому что мы подсознательно не хотим этой молодости. Да, мы вроде что-то делаем, но мы не желаем этого. Для нас это не важнейшая сейчас проблема, не первое место. Мы себя распустили. Сделайте эти ритуалы 3 месяца. Через 3 месяца ваш организм вспомнит, каким он был в молодости.
Через 3 месяца начнут исчезать ваши старческие всякие там болячки, усталость, наполнится энергией, скажем так, организм, да, подтянется, кожа начнет более молодо выглядеть, смотря сколько вам лет. Если вам 60 лет, вы начнете выглядеть на 40. Если вам 40 лет, вы начнете выглядеть на 25. Я говорю вам то, что я сама делаю, испробовала и знаю. Я просто видела разницу. Я не могу вам фотографии людей показать. Это будет нарушение такой конфиденциальности, понимаете, личности. Это нельзя. Но я бы вам с радостью показала разницу. Я иногда друзьям показываю разницу человека до, скажем, чистки и после. Или до того, как человек занялся собой, начал делать ритуалы разные, и после. И вы бы просто сравнили и поняли, понимаете? Вам дается 3 месяца помолодеть. Хотите, сделайте. Обленитесь, получится, но с малым процентом. С собой надо заниматься всегда, всю жизнь, напряженно, если вы хотите выглядеть молодо. Все, дорогие друзья. На этом наш эфир закончится, потому что мне нужно ехать по делам. Это первое. А тут не обязательно к лету. Вы можете к весне хорошо выглядеть. Разве зимой надо выглядеть старухами, да, 100-килограммовыми? Зимой тоже нужно быть красивыми. Какая разница? Что значит, что после 3 месяцев делать? Ничего не делать. Некоторое время отдохнете, потом снова делаете. Но 3 месяца в начале напряженно надо делать, для того, чтобы в течение 3 месяцев вернуть себе молодые силы. А дальше уже сами как хотите. Значит, дорогие друзья, я еще раз поставлю там, где сообщество, еще раз поставлю фотографию с моими контактами. Те, которые спрашивали про книги, контакты, там есть, опять же, сообщество. Я поставила специально, чтобы вы нашли. Я не знаю, что еще делать в этом случае. Меня все время спрашивают, а к нам можно книги? Отправляет Яна во все концы мира. Некоторые люди, а вот Яна вот, она правда отправит. Но мне кажется, это уже глупость на самом деле. Мы уже 2 года отправляем книги всем. Еще ни один человек не сказал, что до него книги не доехали. Ну, не было такого и не будет никогда. О чем речь вообще? Поэтому, если у вас изначально какие-то сомнения, ну, не берите эти книги, кто вас принуждает. Извините меня. Да если в Китай отправляет, в Литву не отправит, какая разница? Литва-то ближе. Какая разница, куда отправлять? Почтой отправляется и все, собственно говоря. Так, все, дорогие друзья. Всем удачи, пользуйтесь на здоровье. И всего вам хорошего. Да, можно в Литву через Китай, через Мао Цзэдуна. Прекращайте спрашивать одни и те же глупые вопросы. Вам было сказано, во все страны отправляется. Какая разница? Вы опять, а к нам отправляется? А к нам можно? А мне можно? Ну, что это такое, а? Все, спасибо. Всем удачи.